каждом классе. Перед вами карта Одесса, 4 административных района, социальное жилье, которое подорожало. До этого, по-моему, 3 или 4 месяца мы видели незначительную динамику снижения, а вот сейчас бац, и ну, чем такое впечатление, чем больше прилетает по Одессе, тем больше становится это самое, стоимость квадратного метра увеличивается. Фантастика. Что бросается, друзья, в глаза? Мы видим, что наибольше всего подорожал Пересовский район. То есть это спальный массив, ну, одесситы знают Котовского, здесь, в общем-то, самое недорогое или бюджетное жилье, будем так это называть. Промзона вот здесь идет. И наименьше всего подорожала недвижимость, видим, традиционно в Приморском районе. Это центральный район города Одесса. Здесь на 0,23% подорожала недвижимость за месяц, друзья. Переходим к следующему слайду. Вот здесь мы, друзья, с вами и будем так говорить о тенденциях длиною не в 1 год, а длиною в 4 года и несколько месяцев с начала войны. Меня об этом просили мои подписчики, и я уже на протяжении года публикую данную статистику. То есть период исследования март 2022 год. Напомню вам, что в феврале, 24 февраля 2022 года началась война. Помните, как в том фильме или песни «Киев бомбили», так началась война. Так вот, рынок недвижимости, это социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины, включая город Одесса. $804 за квадратный метр, это у нас был март 2022 года. Дальше мы видим, что первый год войны, снижение порядка там, 8 или 9%, то есть рынок недвижимости снижался. Дальше мы видим, что, друзья, второй год войны, вот здесь практически некое плато появилось, то есть рынок недвижимости остановился на паузу, как и Конституция, и стоимость практически не снижалась. Третий год войны рынок недвижимости показал самое значительное снижение за все время войны, то есть порядка там где-то 12 или 13%. Можете посмотреть, рэперные точки есть, посчитать, если ошибся, то может на процент. И вот, друзья, удивительно, что произошло в январе 2025 года. Рынок недвижимости города Одесса начал показывать динамику роста. И это, друзья, продолжалось у нас до, вот здесь мы видим последние, так, чтобы было видно, 733. Это у нас март месяц 2026 года. Апрель, нет, это не март месяц, это у нас это получается, что с марта месяца стоимость квадратного метра начала незначительно снижаться. Буквально незначительно видим. И в итоге, друзья, сравнивая, как я уже говорил, май с апрелем, рынок недвижимости данного класса жилья показал нам, опять же, незначительную динамику роста. То есть вот такие вот в простонародье называются качели, а в статистике называются это колебательные процессы или флуктуации. Но, друзья, отвечая на вопрос, так подешевела недвижимость или не подешевела, корректно заданный вопрос, за какой период подешевела или подорожала. Если мы будем говорить за 2025 год, начало года по конец года 2025 года, или даже по май месяц 2026 года, мы увидим, что недвижимость подорожала. А если говорить с начала войны, то недвижимость, что, друзья, подешевела, и внизу Excel посчитал за вас и за меня. То есть за период сравнения 4 года и несколько месяцев недвижимость подешевела на 8,96%. Ну, я уже не говорю о том, что если брать период исследования более глубоким, с 2008 года, то здесь просто не поверите, насколько эта недвижимость подешевела. Я это к тому, что друзья-риэлторы, которые любят часто мне писать там чего-то, пишите, это здорово, я люблю, когда мне пишут. Ну и, во-первых, это полезно для канала. Так вот, когда мне безапелляционно заявляют, что недвижимость растет, всегда забывают сказать, за какой период. А это, друзья, очень важно. Дальше, друзья, мы говорим о рынке аренды, которая за квартал подорожала на 1,23%. Вот здесь видите красная черта,
вернее, строка. Здесь одно, двух, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры в целом по городу Одесса. В долларах, здесь в гривне я привел. Переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь мы проговорим, что произошло со вторичным рынком, но уже квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс, которые подорожали плюс 0,26%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах в мае месяце стоимость квадратного метра, ну и рост за месяц в данном случае, положительная динамика видим. Переходим к следующему слайду. Здесь первичный рынок квартиры эконом-класса. Подорожали на 0,31%. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. И, конечно же, что произошло в процентном соотношении за месяц. То есть квартиры подорожали данного класса на первичном рынке. Ну и уже завершаем, так сказать, говорить о колебательных процессах длиной в один месяц. Перед вами первичный рынок, квартиры комфорт бизнес-класс, которые также подорожали на 0,41%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Также посмотреть, насколько подорожала недвижимость в процентном соотношении по административным районам. Последний слайд, друзья, это первичный рынок, квартиры элитного класса. Прошу обратить внимание, что осталось только у нас два административных района. Киевский, центральная часть города Одесса, и Приморский. Ну, это центральная и так часть Одессы. Здесь мы видим тоже динамику роста почти ничего себе по 1%. Ну, 0,70%, что, в общем-то, показывает нам достаточно большую динамику роста всего лишь за месяц. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, которая очень сильно отличается. И как подорожала недвижимость в Киевском и Приморском районе в процентном соотношении. Друзья, переходим к